Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами отправимся в удивительное место, в уголок буддизма в нашей северной столице, а именно Датсан, буддийский храм, который находится на старой деревне. Я знаю, что это место совершенно уникальное, и даже не все петербуржцы о нем знают. Говорят, что это самый северный буддийский храм в мире. Строительство храма продолжалось с 1909 по 1915 год, и благословение на постройку здесь храма дал сам Далай-лама. Перед храмом небольшой дворик, небольшой, но очень уютный, и по всему периметру двора стоят ряды молитвенных барабанов. В тибетском буддизме их принято крутить, чтобы сочетать физическую активность с духовным содержанием, ну или загадать желание. Я, пожалуй, воспользуюсь этой возможностью, хоть я и не буддист. Архитектуру храма дополняют скульптуры львов-лягушек шидза. Это мифологические существа из Китая. Их здесь двое. Мама львица держит под лапой детеныша, а папа земной шар. И в пасти у каждого из них круглый камень. А это ритуальная чаша и непуганные голуби, которых здесь очень много. Это место, конечно, уникальное, потому что когда-то здесь были загородные дачи, а теперь прям практически центр города, и со всех сторон шумят машины, трамваи, суетятся люди, а здесь такой уголочек покоя и умиротворения. А вот этот тут обычный скромный домик специально был построен для тибетских монахов, учителей и служителей Датсана. Здание нашего Датсана одно из самых богатейших в Европе, потому что, в отличие от многих других, сделанных из кирпича, наше сделано из гранита, потому что мы же в Питере живем. Здесь всегда открыт главный алтарь с фигурой Будды, но там нельзя ни в коем случае снимать. Там даже есть что-то типа столовой, куда может зайти любой желающий. Ну а мы с вами вернемся на нашу любимую Петроградку и пойдем восстанавливать силы в одно замечательное кафе, которое я обнаружила совсем недавно. Оно находится не так далеко от нашего дома. Там все в таком домашнем стиле, чтобы ты расслабился и почувствовал себя как дома. Большие книжные шкафы, на которых комнатные растения, книги, какие-то статуэтки, вот игры какие-то настольные. Здесь можно зависать просто бесконечно. У меня есть второй канал, вернее, я бы сказала, что он первый, где я делаю обзоры на кафе и рестораны. И если хотите, сделаю обзор на это замечательное место, потому что оно того стоит. А это небольшая зарисовка Ева и ее какао. А самым большим моим приятным удивлением было то, что здесь есть настоящая детская комната. Не просто комната, а прям настоящая детская комната с кучей игрушек. Обычно в детских комнатах что-то только базовое, а здесь вплоть до мелочей. Вот есть лошадка, на которой можно покататься, магниты, пазлы. Все моют, чистят, убирают, чинят. И Еве там было чем заняться, а я смогла просто отдохнуть. Можно так сесть на подоконник и смотреть в окошко, пока твой ребенок играет. Счет приносят вот в такой книжке. «Магия утра», кстати. Кто любит вставать в 5 утра. А кафе называется «Секретер».
Ну и мы не могли не прогуляться по набережной, находясь недалеко от нее, несмотря на то, что она у нас не такая живописная, как в самом центре. Все равно, находясь у большой воды, очень хочется выходить к ней и просто пройтись рядом. Справа от нас находится ботанический сад. А слева от нас общественное пространство на набережной реки Карповки, про которое я снимала свой, по-моему, второй выпуск на этом канале. Обязательно пойдите посмотрите. Там очень много интересных зон и для взрослых, и для детей. Также есть станция САПов, байдарок, каяков, лодочек. А тут мы поняли, что, кажется, дождь собирается, и такой тучке не стоит доверять. И, пожалуй, мы поспешим домой. И здесь мы уже заметно ускорились, потому что поняли, что дождь неизбежен и вот-вот начнется. Мы совсем чуть-чуть не успели и успели промокнуть, но это не испортило нам настроение. Мы вернулись домой, и на этой ноте мы с вами будем прощаться. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны, и поставить лайк. Мой простуженный северный город.